Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить киевский торт. Для приготовления коржей мне необходимо 140 граммов белков. У меня это получилось 4 белка от яиц среднего размера, 100 граммов орехов, кэшью, фундук или арахис, 150 граммов сахара, 30 граммов просеянной пшеничной муки и половина чайной ложки ванильного сахара. Для крема мне понадобится 100 мл молока, 170 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры, 130 граммов сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка с верхом какао, 1 небольшое яйцо и 2 чайные ложки коньяка. Если будете увеличивать количество ингредиентов для торта диаметром 20 или 22 см, яиц больше не берите, просто возьмите одно крупное. Белки нужно подготовить заранее, а именно заквасить. Делается это очень просто. Отделяете белки и оставляете их на сутки при комнатной температуре. На следующий день на их поверхности появятся небольшие пузырьки. Это одна из фишек киевского торта. Для выпечки коржей нужны будут 2 формы или 2 кольца. Можно брать диаметр одинаковый, тогда бока торта вы украшаете кремом, или диаметр разный. Тогда больший корж подравнивается по диаметру меньшего, и из остатков делается крошка. У меня кольцо 16 и 18 см. Орехи нужно подсушить в духовке при температуре 150 градусов 10 минут. Если используете фундук, его нужно будет потом очистить. Подсушенные орехи нужно измельчить либо в блендере, либо ножом. Величина на ваш вкус. Можно часть нарезать мелко, а часть оставить небольшими кусочками. Я нарезала ножом вот так, оставив небольшие кусочки. Измельченные орехи перекладываю в миску. Отделяю от сахара 1,5 столовые ложки. И добавляю к нему ванильный сахар. Оставшийся сахар высыпаю к орехам. Сюда же просеянную муку и все перемешиваю. Стелю на противень пергамент и устанавливаю 2 кольца. Духовка у нас уже разогрета. Держим температуру 140-150 градусов. 150 превышать не нужно. Теперь взбиваю заквашенные белки, как обычно, сначала на малых оборотах, потом на больших. И когда они взбились в хорошую пышную пену, дождиком добавляю сахар. И тогда уже взбиваю до устойчивых пиков. Вот такая получается масса. Полученную массу в несколько приемов аккуратно вмешиваем муку с орехами и с сахаром. Перемешиваем сверху вниз. Масса у вас немного осядет, но это нормально. И теперь мы распределяем ее в 2 формы или в 2 кольца. Выпекать коржи нужно одновременно, потому что выпекаются они 2 часа, и белки столько не выдержат. Если нет возможности печь одновременно 2 коржа, придется делать тесто по очереди для каждого. Отправляю коржи в духовку на средний уровень. Режим выпечки 130-140 градусов. Время около 2 часов. Если есть конвекция, можно включить конвекцию. Где-то через час противень нужно развернуть. Коржи готовы. Они простояли у меня в духовке 1 час 50 минут и стали вот такого приятного бежевого цвета с очень прочной корочкой сверху. Разрежу бумагу и переставлю коржи на решетку. Когда коржи остынут, аккуратно снимите кольца или форму, подрезав их по стеночке острым ножом. И после этого коржи прямо на бумаге нужно будет оставить как минимум на 12 часов, а лучше до следующего дня, чтобы они хорошо просохли и их структура уплотнилась. Единственное, но важное условие – коржи нужно выдерживать в сухом месте. Безе очень не любит влагу. Прикрывать пищевой пленкой их не нужно, можно взять просто чистое полотенце. После того, как коржи подсохли и хорошо выстоялись, нужно аккуратно отделить бумагу. И теперь больший корж нужно аккуратно подрезать. Если вы делали коржи одного диаметра, ничего делать не нужно. Делайте это обычным ножом. Оставшуюся крошку измельчите. Она пойдет на украшение боков торта. Можно это сделать просто руками. Крем не обязательно готовить в последнюю очередь. Можно приготовить его и заранее, во время выпечки коржей или пока коржи выстаиваются, и потом просто убрать в холодильник. С ним ничего не случится. В сотейник разбиваю яйцо и хорошо его разбалтываю. Добавляю к нему сначала молоко, перемешиваю все вместе и потом сахар. И тоже все перемешиваю.
и перемещаюсь на плиту. Варим молочно-сахарный сироп наподобие сгущенного молока. Для этого нужно довести сироп до кипения, сразу после закипания уменьшить нагрев, чтобы сироп не убежал, и варить 3-5 минут до загустения. В этом случае не нужно беспокоиться по поводу температурного режима, концентрация сахара очень большая и с яйцом ничего не случится. Просто варите, помешивая. Вот так выглядит готовый сироп. Очень похож на сгущенное молоко. Я варила его 5 минут, и теперь нагрев можно выключать. Готовый сироп лучше сразу же перелить в другую холодную посуду и дать остыть до комнатной температуры. Можно прикрыть его пищевой пленочкой, не обязательно в контакт, так как он все равно будет промешиваться миксером. Когда сироп остыл до комнатной температуры, взбиваем сливочное масло с ванильным сахаром. Крем делается просто, но есть один очень важный момент. Для того, чтобы масло не отслоилось, и молочно-сахарный сироп, и само масло должны быть одинаковой комнатной температуры. Недостаточно вытащить масло за час из холодильника, лучше сделать это накануне, чтобы оно хорошо прогрелось. Вот такая должна быть в итоге светлая однородная масляная масса. То есть его недостаточно просто перемешать, его нужно именно взбить. И теперь по ложке добавляем молочно-сахарный сироп, каждый раз хорошо взбивая. Периодически снимаете масло со стенок формы, чтобы масса получалась однородной. В самом конце вводите коньяк. В итоге получается вот такой гладкий и сладкий крем-шарлот. Миксер пока не мойте. Берете готовые коржи и щедро промазываете нижний кремом. Сверху укладываете второй корж. Я кладу его нижней стороной вверх, чтобы торт был ровнее. Чуть-чуть прижмите, можете немного покрутить, но без фанатизма. И пока торт отставьте. В оставшийся крем добавьте порошок какао и все хорошо промешайте. И теперь миксер нам больше не нужен. И в итоге мы получили шоколадный шарлот. Смажьте им торт по периметру. Теперь аккуратно приподнимите готовый торт. Возьмите его за верх и низ и прокатайте в крошки. И после этого поставьте на сервировочную тарелку или подложку. Теперь наносим крем наверх торта. Если вы делали коржи одинакового диаметра и крошки у вас нет, то бока торта можно украсить или кремом, или измельченными орехами, печеньем или миндальной стружкой. Оставшийся шоколадный крем переместите в кондитерский мешок или файлик и украсьте торт по своему желанию. Я украсила вот так. По рецептуре в этот торт идут еще цукаты. Если хотите, можете украсить ими. Перед подачей торт нужно час-два подержать в холодильнике, чтобы крем застыл. Вот такой киевский торт у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита и творческих успехов! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.